Then he throws on his face. Even if not very severe. Yeah, with Nakshamika it is impulse. On that time he does not know what he is doing. Ну да, значит, у нас тут вышел спор, все-таки он дверью только хлопнет или по морде тоже даст. Я уточнила у Ананта, но если очень серьезный случай ноксмомики, то может, конечно, и по морде. Потом сказал, так, кофе. А вообще, говорит, ноксмомика, она такая, если начальник попросит кофе у своего подчиненного, а подчиненный ноксмомика, то подчиненный может и самим кофе запустить в него. See, there is another remedy called natrum sulfuricum. Есть препарат, называется натрум сульфуриком. Here, suddenly he gets an impulse. For example, mother gets an impulse to throw her child into the fire. But not realized. No, she come to doctor and say, I am getting such an horrible thoughts. Sometimes I get like I should throw my child into the fire. Есть, значит, пациенты натрум сульфуриком, например, у них появляются какие-то чудовищные импульсы, например, у матери может появиться желание бросить своего ребенка в огонь. Вот тогда она бежит к доктору, говорит, у меня какие-то ужасные мысли появляются иногда. See, if we cannot give natrum sulfuricum at that time, in the latter years, she will throw her child into the fire. Если ей в этот момент не полечить ее натрум сульфурикум, тогда, когда разовьется болезнь, она может и реализовать эти ужасные свои. They are impulsive because after that they feel, oh, what have you done? Эти люди, они импульсивные, и после того, как уже что-то сделано страшное, они начинают думать, боже мой, что я совершил такое. And Что такое натворил? there is a wonderful argentum nitricum patient. Argentum nitricum. Был такой случай, значит, пациент аргентум нитрикум. When he is on the heights, if he sees from the height, then suddenly he jumps. Instead of jumping back, he jumps into that. Suppose if he go to a dam and see from the height. Значит, у аргентума нитрикума есть другие импульсы. Значит, у него, например, когда он находится где-то на высоте и подходит слишком близко к краю, то у него вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, может сработать импульс прыгнуть вперед. И он прыгнет оттуда. Instead of coming back, he goes. Вместо того, чтобы отступить назад, он может вступить вперед. Yes, he wants to go back, but by this impulse he will jump. То есть он понимает, что нужно отступить назад, и хочет отступить назад, но вдруг у него рождается импульс, он прыгает вперед. Это я была. See, we can prevent such conditions with simple giving one dose. Такие ситуации можно предупредить, просто дав одну дозу этим людям. Yeah, hurry is his nature. Hurry. Аргентум нитрикум? Yes. И этот аргентум нитрикум, он все время куда-то спешит. See, for example, in one of our dispensaries in Amalapuram. Например, в одном из наших диспансеров за Коммунапуром. Amalapuram. It is nearby here. Где, в общем, в какой-то деревне. So, an argentum nitricum patient brought his son to the clinic. Пациент аргентум нитрикум привел своего сына на. The father is argentum nitricum patient. He brought his son. Папа пациент аргентум нитрикум, он привел своего сына. Then he complained that his son has ear pain. И жалуется, что у сына уши болят. So they have given some medicine. И он дал какие-то. After few hours he came back. After few hours, after мы дали taking ему medicine, какое-то лекарство. the father came back to the clinic. Через несколько часов отец возвратился в клинику. He said that in the beginning there was only pain. Now there is some sensation inside the ear.
Он сказал, что когда мы пришли с сыном, у него были только боли в ушах, а сейчас у него какие-то там ощущения. Then doctor asked, where there is pain? He said in the ear. Where did you put the medicine? Then he said in the ear. So he put the homeopathic medicine into the ear of his son. See, he is always in hurry. Yes. See, instead of giving medicine here, he put his medicine into the... Ой, Господи. В общем, мы его спросили, куда вы дели лекарства, которые мы вам дали? Он говорит, я закапала его в уши. И вот, а ему сказали, мы же вам сказали, что внутрь его нужно принять. Он, короче, не то сделал. Вместо того, чтобы принять, он положил это лекарство в уши. У ребенка начались какие-то дополнительные там ощущения в ушах. И это произошло из-за того, что он все время спешит. See, he is always in hurry. He want to do one thing, but he does another thing. Он хочет одно сделать, а делает другое. You see children. Например, ребенок. This is B, this is D. Always they cannot. During writing, they want to write this and they write Эти дети, они всегда путают такие буквы, как B и D, потому что они похожи, только в разные стороны смотрят. Он нас как видит. Первыми писать. Ну, это вообще разное. So, we see the relations of Ignatia. Так, посмотрим на взаимоотношения Игнация с другими препаратами. If the complaints are recurring again and again after giving Ignatia, если, когда мы даем Игнацию, вновь и вновь возвращаются те же симптомы. then which medicine we should give? Yes. Тогда мы должны дать натриум мариатин. Садись пятерка, Мария. So we said Ignatia is an acute remedy for natramor. Мы говорили об этом. Мы говорили, что Игнация является острым, препаратом для острых состояний, для натриум мариатикум, а натриум мариатикум является препаратом для хронических состояний для Игнация. Yes. Natramor is chronic medicine for Ignatia. So there is a doctor called Ner. He only gave the inimical to Ignatia is Naxomica. We have studied. So, inimical. Inimical. Значит, we cannot give Naxomica after Ignatia. Yeah. Only one way. Only one way. He said that both ways. He only said Ner explained that Ignatia and Naxomica are inimicals. One should not give before or after. Ignatia cannot be given before or after Naxomica. Значит, доктор Нер. Доктор Нер обнаружил, что Игнация, она враждует с ноксвомикой в обе стороны. So we have studied this. После и перед ноксвомикой нельзя давать Игнацию. But Master said there are no inimicals to Ignatia. Но наш мастер говорил, что для Игнации не существует враждебных препаратов. There are no inimicals. So it is better not to give. If you give also, there is no problem. Okay. So we believe to our master. We believe to our master. Yes. А наш мастер Икей, он говорил, что нет у Игнации никаких враждебных препаратов.
Опа, я говорю, что же делать Ананту? Анант говорит, что лучше не давать их вот один за другим. Но если дадите, то тоже нет ничего страшного. So, ignitia follows well after coffea, hyoscyamus, stramonium. После кофе и Кофе. шамус и страмониум Hyoscyamus, Игнация хорошо действует. stramonium, After those Belladonna. Ignatia is good. Yeah, after they giving that, if there is condition of ignitia, then it acts well. То есть Игнация хорошо действует, если Staphysagria, Если- Natramur. если ее ну, вот, симптомы развиваются после вот этого списка препаратов. So it is, It is always. one more time to write down. Yeah, I'm again telling. So it is Theoshamus, Coffea, кофе, stramonium, страмониум, Belladonna, белладонна, Staphysagria, стафизагрия, Natramur, натриум уриатикум sulfur. и сульфур. And after ignitia, После Игнации Arsenicum album, Belladonna, Calcaria carb, They act well. Acting good. Ага. Значит, после Игнации хорошо действует Arsenicum album, арсеникум альбум, Belladonna, белладонна, Calcaria carb, калькерия карбоника, China, хина. Белладонна, калькария карбоника, хина. The action of ignitia can be cancelled by Действие Игнации может быть уничтожено, то есть антидотом для Игнации является пульсатилом. by mistake. If you are given ignitia instead of some other remedy, if you want to cancel its action, you can give pulse stiller 30 ch. Если мы дали ошибочно Игнацию и видим, что нужен антидот, можно дать пульсатилу 30 ch для того, чтобы действие Игнации прекратилось. If after pulsatile Ignatia is given. It's okay. It's okay. Ignitia cannot cancel the action of pulse stiller, but pulse stiller can cancel the action of ignitia. Я спросила, а если после пульсатила Игнация дается, это нормально? Потому что пульсатила может прекратить действие Игнация, а Игнация не может прекратить. But if ignitia is given wrongly, and after 1 week the patient came to us, if Yes. you give pulse stiller, there is no use. There is no use. Only if you know before 24 hours you have given. Так, а как антидот пульсатила действует только 24 часа. Потому что если человеку дали, допустим, Игнацию, и через неделю она пришла и выясняется, что что-то не то, то пульсатилу давать уже бесполезно. Then, what to do? Then you have to see the symptoms and Тогда start нужно treatment. собирать по новые симптомы и давать новый препарат. Because after some time our medicines will not be there in the physical sheet. After above 30 ch, above from 200 ch, after some time the medicinal substance will not be there in body. It is dynamic. It goes into deeper layers. Значит, те препараты, 200 ch and которые... above. 200 ch and above. Значит, начиная от 200 и выше, физической субстанции лекарства очень быстро не становится. Я говорю, классно сегодня. Значит, если давать по 200 и выше, то там после 24 часов уже никакой физической субстанции в теле нет, действие продолжается, то есть антидот давать уже. See, we use 6 ch. It is already dynamic in nature to some extent because 6 ch, you know how we prepare our
homeopathic Если, medicine. например, мы даем меньше разведения, например, 6 сеч, тогда мы понимаем, что там физическое вещество присутствует. If we Мы это take знаем, как делается витаминизация. we take one part of the medicinal substance, we mix it with 99 drops of alcohol. Вот напоминает она то, как делается. Значит, мы одну часть лекарственной субстанции мешаем с 99 частями спиртовой чистого спирта. Then we give 100 strokes. И 100 раз ударяем, взбалтываем, ударяя. Hanuman has explained all these things in organon. Ганиман все это объясняет. What should be the angle, what should be the force, how we have to Он prepare it. объясняет очень хорошо, как именно там, под каким углом ударять и с какой силой ударять. It makes 1 CH. 1 CH. И такая смесь 1 к 99 будет Then называться 1 CH, 1 сотая. One part from 1 CH and 99 parts of alcohol. Одну часть этой настойки 1 CH мы берем, 100 strokes. добавляем 99 частей алкоголя, And 100 strokes. спирта и еще 100 раз ударяем. Then it makes 2 CH. Это будет 2 CH. Then one part from 2 CH, 99 parts of alcohol, 3 CH. I think everyone. Все знают же, да, эту процедуру. Then you Все see, знают. Потом мы 6 раз повторяем эту процедуру и получаем вот этот 6 CH. then think if you give 200 CH, Подумайте, если мы даем 200-ку, then where will be the medicinal substance? It is то not there где in там physical будет form. вообще лекарство? It is already dynamized. Лекарства уже ничего не будет, будет только его динамическая составляющая. Само лекарство в физической форме не присутствует. It's all made by hand. Yes, he made it by hand. Влад спрашивает, это что Hanuman. делалось все вручную? Hanuman. Ну да, во времена Ганимана это делалось. Now also there is a process, the process is done, but machinery is being used. А сейчас, говорит Анант, тот же процесс делается, но он делается с помощью машин. Because he explained all precisely which angle, how much pressure, Потому everything. что Ганиман дал ключи, вот все эти, как, под каким углом все это ударяется, как это все должно происходить. See, and if you think 1000 CH, Вы представьте, если мы говорим о тысячном разведении, то что это такое будет? Сколько же дней надо? So how many days you need to... yeah, you think, you see, after finding, just Well, if you go through, if you go through the life of Hanuman, it is very subtle, because he was a great allopathic practitioner in his time. Да, говорит Анант, если вспомнить жизнь Ганимана, то мы помним, что он был великий аллопатический доктор. He was very reputed. He had much reputation. Известный и почитаемый аллопатический доктор. At that time, he saw his patients coming every time with the same problems, and the problems are growing. И он не был удовлетворен своей работой, потому что он видел все тех же пациентов, приходящих снова и снова с одной и той же проблемой, и он не мог им помочь, то есть тогдашняя медицина не могла им помочь. And he thought there is something wrong in this process. И он стал думать, что что-то здесь не так. At once he stopped his practice. И в какой-то момент он прекратил практиковать как доктор. And he started to translate. И стал переводить медицину. Because he knows many languages, Потому что он знал много языков, he used to translate from one language to another language. переводил с одного языка на другой. In those translation, he read a sentence. Он нашел фразу: Cinchona cures malaria because its taste is bitter. что чинкона вылечивает малярию, потому что обладает очень горьким вкусом. This struck into his mind. Then И he, это застряло у него в мозгу, эта фраза, и заставила думать, why cinchona can cure if it is bitter? почему чинкона может излечить Then he благодаря brought- своему горькому вкусу.
he brought the cinchona bark И тогда он взял кору чинконы and put it into the water, Хинного дерева. distilled water. и положил в дистиллированную воду. Then he started to take it. И начал принимать ее сам. Then slowly he developed the symptoms of malaria. И постепенно у него развелись все симптомы малярии. Then he thought, oh, when a substance produces such a thing, if the same thing appears in the human constitution, then it can cure. И тогда он вот открыл свой первый закон, подобное вылечивает подобного, потому что он видел, что если у здорового человека некая субстанция вызывает некие симптомы, то именно это лекарство способно вылечить эти симптомы у больного. This is a revelation from nature. Это было открытие, навеянное природой. How Newton only thought that why apple is falling down in such a way, Hanuman only thought, oh, such substance which is producing these symptoms can cure that condition. Подобно тому, как Ньютон открыл свой закон тяготения благодаря яблоку, упавшему ему на лоб, и Ганиман тоже натолкнулся на открытие благодаря этой фразе, которая его заставила думать и экспериментировать. Он понял, что подобное излечивает подобное. Then he started experiment Потом он начал дальнейшие with several эксперименты substances. со всеми субстанциями. Then he is getting better results. И получил еще лучшие результаты. Then he started his practice again. И тогда начал снова практиковать. So in that process, В смысле, медицинскую практику начал. one patient came В ходе этого процесса однажды к нему пришел его пациент. and he needs his help because it is too critical. Просил его помощи, потому что его состояние было критическим. Then he went back and saw the medicine was empty. И он пошел за лекарством для этого человека, за обычным аллопатическим лекарством, и обнаружил, что пузырек пустой с лекарством. But he did not wish that the patient become disappointed and go Он не back. хотел разочаровать человека. Then he put some distilled water in it and he shaken it well. Положил туда дистиллированную воду, в этот пузырек, хорошенечко перемешал, And gave the same to the patient. чтобы запах, видимо, был. И дал это лекарство пациенту. Then the patient came the next day. На следующий день пациент пришел к нему снова. Then Hanuman thought he would be died in the last night. При этом Ганиман-то думал, что он уже умрет к тому времени. Then patient came and said, oh, this is a better medicine. This acts too fast than the earlier one. Пациент ему сказал, дайте мне снова это лекарство, потому что это гораздо лучше лекарство, чем то, которое я раньше использовал, оно гораздо быстрее действует и лучше. Then he thought, oh, there is something we have to think. And he thought what he did. Тогда он подумал, в чем же тут дело, и стал думать, что произошло, стал анализировать. Then he started this dynamization. И благодаря вот этому случаю он начал вот эту динамизацию, то есть встряхивание. Then with the same substance, he used to dynamize it every time and use it to take. И он проводил эксперимент на себе, естественно, он, разводил в воде лекарство, потом его динамизировал с помощью встряхивания и продолжал принимать. And he came to know that it is acting better, deeper and deeper layers of constitution. И понял, что это лекарство действует гораздо глубже, на более глубокие слои конституции, не только на физические. Then he started practicing with those dilutions. И тогда он стал практиковать с этими с разведениями, с разными. And getting more better results. И получал каждый раз все лучшие и лучшие результаты. And then, after some years, he saw in this system also the patient is coming again and again. И через несколько лет он стал думать, и в этой системе, придуманной, открытой им, одни и те же пациенты приходят и приходят снова и снова с одними и теми же болячками. Then he recorded all the cases, all the ages. И тогда он стал составлять вот эти кейсы, переписал всех своих пациентов, все And истории several times he gone through his cases several times. И изучал их, изучал. And slowly
he came to know that these are only manifestations and these are not real diseases. И когда он стал вот так думать и изучать, анализировать, он понял, что люди приходят не с болезнями, а с какими-то проявлениями только. Then after 12 years of research, И после 12 лет своих исследований he wrote a book called Chronic Diseases. он написал книгу, которая называется «Хронические болезни». Chronic diseases. Here he mentioned about these miasms. И здесь он впервые упомянул вот эти миазмы гомеопатические. He told Будь that добрый, Боб. this is the Чаю main. попросил для меня. Я сейчас, мне кажется, засну и свалюсь под стол. Very sleepy. Yeah, Do you think it is possible to yeah, because antipathic drug of see, Hanuman is working for 12 years and we are not able to work for 1 hour. It is a I don't know why. Only today everybody feels sleepy. Okay, I'm continuing. Okay. yeah. Anyhow, If I slip away, then Maria will continue. yeah, it's okay. It's you can decide for yourself. I'm helpless. I'm Huh? continuing. See then he coined this miasms. And then he studied and studied again. In this process, because of this new system and his name, Так он продолжал изучать эти вновь открытые миазмы. И что происходило в этой новой системе, так как его имя стало широко известным. there was a great repulsion to him, aversion to him. В ответ на его новые идеи революционные возникло очень большое отторжение со стороны официальной медицины. Because all the scientists and doctors at that time, Потому что все ученые и доктора того времени, they cannot digest this system. они не могли постичь эту слишком новую для них идею. Then Они не могли переварить эту революционную идею. they throw off him from their country. They asked him to leave that land immediately. И они добились изгнания Ганимана из страны. Which country? Germany? Germany. Из Германии. Yes. He went from Germany. Yeah, he passed through 7 countries А дальше он скитался по 7 with странам. all his research works, papers, inks, medicines. Со всеми своими His big family. вариантами, работами. At that time, he had 11 children. К тому времени у него была еще семья, и, в смысле, жена и 11 детей. During this migration, one of his sons died, but he could not stop. И во время этих скитаний один из его сыновей умер, но он не мог остановиться. Because if the people find him, they will kill him also. He was escaping. Yes. То есть он скитался не просто так, он скрывался на самом деле, потому что он не мог остаться ни в какой стране, потому что он понимал, что если его найдут, то его убьют. So with all that pain, he coined such a great science. Таким образом, проходя через вот такие мытарства, он заложил такую прекрасную науку гомеопатию. Because he want to spread and give this science to the humanity. Он хотел распространить эту науку и подарить ее человечеству. And he liked that people may get help from this kind system of medicine. И он хотел, чтобы люди получили помощь и стали здоровее. So that is how the homeopathy started. Так начиналась гомеопатия.
Yes. What is now that homeopathy, is it developing